Привет! Сегодня в видео я расскажу про полноразмерные Bluetooth наушники AceFast H1. Подобные устройства пока редкие гости на моем канале, но насколько я понял, помимо True Wireless Stereo наушников и такие штуки вызывают у зрителей определенный интерес. Модель H1 обладает встроенной системой активного шумоподавления и прозрачности, а также хорошей автономности в районе 35-40 часов работы на одном заряде. Наушники поставляются сразу в удобном жестком чехле для хранения и переноски, внутри которого помимо самой гарнитуры лежит коротенький кабель для зарядки и AUX-провод для подключения к источнику воспроизведения звука с проприетарным джек-разъемом. Аксессуары, как по мне, положили не особо удобные. К примеру, коротким кабелем заряжать наушники будет не везде возможно, ровно как и не представляется возможным использование стороннего стандартного AUX-провода с мини-джеками на концах, предположим в ситуации, если вдруг потеряется комплектный. С другой же стороны, подобные устройства покупают в большей степени для беспроводного прослушивания музыки, тем более если учесть их долгое время работы от аккумулятора. В данной модели емкость АКБ составляет 500 мАч, и с 0 до 100% наушники смогут зарядиться примерно за 1 час. По своей конструкции наушники сильно напоминают недавно обозреваемые мной Tautronix Sound Liberty 90, только в отличие от них эти практически полностью пластиковые. Напомню, что у Tautronix чаши сделаны из металла. В модели H1 из металлического только подвижные шарниры складного механизма, что конструктивно является очень надежным решением. Помимо этого и выдвижные дуги имеют металлические вставки, но без размерных насечек. Амбушюры очень мягкие со своеобразным эффектом памяти. Они, как и верхняя часть оголовья, отделаны мягкой и приятной на ощупь ПУ кожей. Посадка на голове отличная, и учитывая их небольшой вес в районе 250 грамм, ходить в наушниках весьма комфортно. По классике жанра все элементы управления расположены на правой чаше. Здесь имеется 4 аналоговых кнопки. Многофункциональная клавиша Power, кнопки плюс-минус громкости, причем они сделаны не в виде качели, а имеют островное расположение. Ну и заключительная клавиша отвечает за активацию ANC фильтров. Нажимается все довольно мягко, однако негромкие щелчки все же присутствуют. По управлению медиаплеером наушники умеют ставить трек на паузу и возобновлять прослушивание, перелистывать треки вперед и назад посредством удержания клавиш плюс-минус, ну и по одинарному нажатию этих самых кнопок выполняет свое прямое назначение, регулирует громкость. Благодаря своей очень удобной посадке и мягким амбушюрам наушники имеют весьма годную пассивную шумоизоляцию, но несмотря на это и активный шумодав здесь отрабатывает на весьма хорошем уровне, хотя все же в данном сценарии есть один странный момент. Дело все в том, что при активации ANC режима в звучании становится меньше низких частот. Не то чтобы они совсем пропадают, но, к примеру, в обычном и прозрачном режимах баса при прослушивании музыки существенно больше. Что же до опции звукопроницаемости, то опять-таки из-за хорошей пассивной шумки звуки улицы слышно не так хорошо, как этого хотелось бы. Но, возможно, это лишь мои ощущения после долгого использования данной функции в TVS наушниках. Если говорить в целом, то оба режима тут рабочие и вполне имеют право на жизнь, но лично мне очень понравилось, как наушники работают в обычном сценарии, без всяких примочек. Звучат они на удивление чисто объемно и насыщенно. Если сравнивать их с теми же Tautronix, то у последних звук попроще. Не то чтобы сильно, но тем не менее он проще. За кодирование сигнала здесь отвечает два аудиокодека на выбор, это AAC и SBC, а его передачу обеспечивает Bluetooth модуль версии 5.0. Да, он не новый, но вполне себе актуальный и жизнеспособный. В наушниках без проблем можно перемещаться по квартире, оставив смартфон в одной из комнат. Частотная картина, как я уже успел отметить, очень насыщенная и красочная. Бас под стать формату имеется в наличии. Низкие оттенки плавно перетекают в середину, и никакого провала в этом месте не слышно. Вокал и инструменты хорошо различимы. Но по-хорошему картина бы не была такой полной, не будь тут умеренных верхушек, которые как раз таки своими штрихами и придают финальную огранку всей этой АЧХ. В общем и целом мне звук понравился, как в беспроводном режиме, так и в проводном. Да, кстати, если вдруг наушники сядут в какой-то не очень удобный момент, то продолжить слушать музыку будет возможно, подключив комплектный кабель. При всем при этом сами по себе наушники громкие, на максималках ничего не хрипит и не превращается в кашу. Запас по громкости имеется, и его вполне достаточно даже для любителей навалить под завязку. Как по мне, на 100% слушать музыку продолжительное время в данных наушниках довольно сложно, так что оптимальным уровнем будет около 80. Как и в случае с большинством подобных устройств, AceFast H1 не может похвастать наличием рабочего игрового режима. Однако и совсем провальным данный сценарий не стал.
Во время своего игрового теста в популярных шутерах PUBG Mobile и Call of Duty Mobile особого дискомфорта я не испытывал. Да, разумеется, задержка есть, но в адекватных пределах. Мой интервал по замерам получился в районе 240-320 миллисекунд. Если же говорить про YouTube, то на ПК, планшете и смартфоне полет просто отличный. Отставание звука от видео я на слух не заметил. И здесь я даже больше скажу. Как оказалось, модель H1 обладает функцией мультипоинта. Наушники могут работать с двумя устройствами одновременно, причем мультиподключение здесь классическое с приоритетом на входящий звонок. Таким образом можно спокойно смотреть что-то на ноутбуке или планшете, получая звук в эту гарнитуру, а если на смартфон поступит входящий звонок, то наушники можно будет использовать для разговора. Ну а как же звучат здесь встроенные микрофоны, я и предлагаю послушать прямо сейчас. Ну а теперь небольшая проверка микрофонов в наушниках Ace Fast H1 уже на улице. Я непосредственно нахожусь сейчас в том самом месте, где обычно такие наушники я тестирую. По предыдущим обзорам это можно было в принципе видеть и сравнить, как работают микрофоны в этих наушниках, ну и в других там Tautronix и полноразмерных от KZ. Сейчас мимо меня трамвай проехал. Плюсом ко всему здесь такая вот двухъярусная дорога, это проспект Мира. Ну и примерно можно прикинуть, как тебе будет слушать собеседник при вот таком сценарии использования, если ты будешь разговаривать по этим самым наушникам, ну, находясь вот примерно какой-то такой локации. Понятно, что у всех улицы разные, но тем не менее здесь улица под такой большой нагрузкой на микрофоны, поэтому можно примерно прикинуть, как здесь отрабатывают встроенные шумодавы. Ну а вот еще один пример работы микрофонов в наушниках Ace Fast H1. Я сейчас нахожусь в комнате, здесь у меня все обито вагонкой, небольшое эхо присутствует, но тем не менее никакого постороннего шума здесь нет. Ноутбук не шумит, работает тихо. Ну и в принципе здесь абсолютно, можно сказать, тишина. Вот как-то так примерно тебя будет слышать собеседник, если ты будешь с ним разговаривать по вот этим наушникам, ну, находясь вот в комнате, в доме, либо в квартире городской. То есть вот примерно такое вот звучание у этих микрофонов в абсолютно, ну, можно сказать, идеальных условиях. Ну и подводя сегодня некий итог по данной модели, не могу сразу же не отметить, что был приятно удивлен работе всех заявленных функций. Разумеется, данная модель не лишена недостатков, их на протяжении обзора я все озвучил. Однако наличие рабочего мультипоинта, хорошего звучания и режимов ANC при стоимости в 55 баксов делают эти наушники весьма интересным устройством. При этом сама по себе сборка хорошая, хоть и во многом пластиковая. Разумеется, за такие деньги не будет здесь элитных материалов. Это некий бюджетный вариант с хорошим набором функций, рассмотреть к покупке который вполне можно. Ну что же, вроде бы все, что хотел по этим наушникам, я рассказал. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока-пока.